Привет! Вы на канале Планета Земля. И сегодня мы поговорим о кошках. Кошка помогает добавить дому уюта, тепла и спокойствия. Именно по этой причине многие любители животных заводят в своих квартирах именно этих питомцев. Пород сегодня выведено очень много. Небольшие и крупные, пушистые и гладкошерстные. Одни из них хорошо подойдут для содержания в замкнутом пространстве. Другие же будут чувствовать себя не слишком комфортно. Чтобы облегчить вам выбор питомца, мы решили составить рейтинг пород кошек. И начнем с бирманской породы. Кошка отличается средними размерами туловища, но во многом за счет пушистой шерсти она кажется массивной и величественной. Сложена кошечка пропорционально, представляет собой физически крепкое животное. Порода характеризуется спокойным и уравновешенным характером, но при этом питомца нельзя назвать чрезмерно пассивным или же слишком активным. Кошка игривая, хорошо и ласково относится к людям, причем ярче всего данные качества выражены именно у котов. Отношения с другими домашними животными, в том числе собаками и кошками, складываются спокойно. Бирма способна с легкостью найти общий язык с ними со всеми. Однако некоторое чувство ревности к хозяину может все-таки проявиться. Кошка моментально находит контакт с маленькими детьми, быстро к ним привязывается, много общается и играет с малышами. Животное очень сильно проявляет любопытство, сует свой нос буквально везде, характеризуется чрезвычайной настойчивостью, которая граничит с навязчивостью, с легкостью добивается от хозяев все, что она захочет. Бирма является самодостаточным животным с очень сильной энергетикой, проявляет отличные охотничьи качества. Безразличное отношение к себе и одиночество переносит довольно тяжело. С течением возраста животные могут менять свой окрас. В младшем возрасте котята имеют шерсть белого цвета, по мере взросления начинают появляться колор-пойнты. Окончательный окрас формируется примерно к 1,5 годам. Голова породы пропорциональная, имеет практически круглую форму. Лоб на фоне округлого черепа получается несколько выпуклым, мордочка широкая, просматриваются полные, сильно выделяющиеся щечки и выпирающиеся скулы. Нос средней длины, его переход от лба к мордочке хорошо очерчен, глаза большие и выразительные, поставлены широко. Цвет варьируется в пределах от светло-голубого до темно-голубого. Ушки слегка наклонены вперед, имеют средний размер и округлые кончики. Хвост пушистый средней длины и имеет равномерный темный окрас. Кончик пушистый, обычно приподнятым. Так какие преимущества у этой красавицы? Это спокойное и уравновешенное животное. Отличается покладистым и любопытным характером. Быстро уживается с детьми и домашними животными. И привлекательно выглядит. Есть и недостатки. Не очень хорошо переносит игнорирование и одиночество. И если вас долгое время не будет дома, кошка начнет сильно скучать. А дальше у нас Мейн-кун. Кошки характеризуются достаточно крупными размерами. Обладают тяжелыми когтистыми лапами. На кончиках ушей есть рысьи кисточки. Общее суровое выражение морды животного создает впечатление, что у кошки тяжелый характер, со склонностью к неласковости и дикости. Однако на деле под такой внушительной внешностью скрывается очень покладистый нрав и добрый характер, что придает животным еще больше привлекательности. Характер Мейн-куна формировался в течение многолетней племенной работы. В процессе отбора удалось закрепить как внешние признаки породы, так и ее психологические особенности. Поведение животного зависит не только от условий, в которых его растили и воспитывали, но и во многом от наследственности, в связи с чем из процесса разведения исключаются агрессивные, замкнутые и нервные животные. Зачастую об этой породе говорят, что это самые нетипичные представители кошачьих, имея в виду главным образом особенности поведения. Кошки не замкнуты, не отличаются эгоистичностью, хотя в одиночестве чувствуют себя абсолютно комфортно. Гулять сами по себе они тоже без особого удовольствия, так как отдают предпочтение приятной компании. Порода общительная, ориентирована именно на человека, хотя и других животных кошки не избегают. Мейн-куны хорошо сходятся с детьми. Одной из основных отличительных особенностей, ярко выделяющих этих питомцев из среды других кошачьих, является любовь к воде. Животные очень любят купаться. Передними лапами зачастую орудуют как собака, разгребает землю и листву. К кухонному воровству не слишком склонны. На обеденный стол они забираются исключительно ради любопытства, чтобы сидеть повыше и иметь большой обзор. Это крупная красивая порода с покладистым характером. Она хорошо уживается с маленькими детьми и домашними животными. У нее очень мягкая шерсть, и она с легкостью может научиться каким-либо трюкам. Но есть небольшой недостаток. Она дорого стоит. А по списку у нас рэгдолл. Еще одна достаточно крупная кошка в нашем обзоре. Причем самцы значительно больше самок, так как последние отличаются стройностью и изяществом. Порода характеризуется невысоким тонусом мышц, что определяет расслабленное состояние питомца. Он может буквально обмякать в руках человека. Кошка довольно нежная, ласковая, миролюбивая
миролюбивая и добрая. Животное сразу привязывается к одному из членов семьи, а в дальнейшем не могут обойтись без его внимания. Порода превосходно уживается со всеми членами семьи, отличается большой общительностью. Маленькие дети очень любят играть с этими кошками, причем можно не опасаться, что животное поранит ребенка, так как характер питомца абсолютно не агрессивен. Кошки очень ранимы и чувствительны. Крики и скандалы могут стать причиной депрессии, поэтому такая порода не подойдет для слишком эмоциональных людей. В случае возникновения конфликтной ситуации рэгдолл будет прятаться, так как он не в состоянии дать отпор своему обидчику. Одиночество угнетающе воздействует на животных. Если поблизости нет людей или животных, то они впадают в тоску, у них ухудшается аппетит, они даже могут заболеть. Взрослый кот может достигать метра в длину. Особенно крупные особи весят до 12 килограмм. Кошки намного меньше, не более 70 сантиметров, при весе до 7 килограмм. Нередко рэгдолла принимают за бирму, так как по окрасу эти породы очень похожи. Тело длинное, достаточно мускулистое и массивное. У животного мощная грудь, значительно выдающаяся вперед. Шея короткая, но сильная. Кости весьма широкие. Брюшко может отвисать, особенно если кошка в возрасте 8 лет и старше. Голова пропорциональная. Хорошо развит подбородок, щеки пухлые, мордочка слегка заостренная, нос средней длины. Глаза располагаются умеренно широко, имеют овальную форму, слегка скошены к переносице, что придает выражению мордочки игривый и немного удивленный вид. Ушки средние, у основания весьма широкие, на кончиках округленные, могут наблюдаться кисточки. Хвост животного длинный, покрыт густой шерстью, подшерсток минимальный, поэтому шерстка не будет сваливаться в колтуны. По итогу это очень преданные животные. Отличаются развитым интеллектом и любят играть. Невысокий тонус мышц позволяет буквально растекаться по рукам хозяина. Из недостатков то, что шерсть летает по всей квартире и не переносит чрезмерно громкие звуки. А далее британская кошка. Порода прекрасно подходит для домашнего содержания во многом благодаря крепкому здоровью и спокойному характеру. Физиология и внешность животных формировалась в условиях повышенной влажности и достаточно прохладного климата, поэтому питомцы обладают плотной, густой и короткой растительностью, которая может надежно защитить от холода и влаги. Эти кошки превосходные охотники, они выносливы, сильны и неприхотливы в еде. Голова отличается широким черепом и круглой формой, щеки развитые, с широкими скулами, нос тоже довольно прямой, широкий и короткий, уши небольшие, имеют небольшое скругление, расставлены широко и низко. Глаза круглые, находятся на значительном расстоянии друг от друга. Туловище массивное, и у него развита грудная клетка и мускулатура. Конечности короткие, но мощные, хвост толстый. Масса котов может достигать порядка 14 килограмм. Кошки намного легче, максимум 9. Шерсть предохраняет животное от холода во многом за счет развитому подшерстку. Он не прилегает непосредственно к коже. На ощупь плюшевый. Иногда можно встретить и длинношерстного британца. За такую особенность отвечает специальный рецессивный ген, поэтому такие котята не могут появиться у короткошерстных родителей. Кошки отличаются независимым характером, хорошо переносят одиночество, на руки обычно не просятся, но к хозяевам относятся с уважением и любовью, выказывают свои чувства достаточно редко, к незнакомым людям просто так не подойдут, сначала будут наблюдать за ними со стороны. Британская порода не является агрессивной, пускают в ход когти и зубы в самых исключительных случаях, поэтому для детей абсолютно не опасны. Несмотря на то, что британцы отличаются крепким природным здоровьем, им нужен особый уход, необходимо грамотно подобрать корм. За шерстью уход простой, животные дважды в неделю расчесывают щеткой, пуходеркой, купают пару раз в год или по мере необходимости. Из преимуществ то, что это очень спокойное и умное животное. Плюшевая на ощупь шерсть не нуждается в особом уходе, высокий естественный иммунитет и еще уважительно относится к домочадцам, не причиняя вреда животным. А вот на руках она сидит только по собственному желанию. А вы слышали когда-нибудь о породе Мэнкс? Это весьма миролюбивые и общительные кошки, которые превосходно чувствуют себя в большой семье. Они хорошо ладят с маленькими детьми, уживаются с другими кошками и даже крупными собаками. Животные обладают и характером. При необходимости во время борьбы за свою территорию могут дать серьезный отпор. Порода довольно спокойная и послушная, нормально переносят даже значительные изменения в собственной жизни. Мэнкс очень любит своих хозяев, людей совершенно не боится. Кошки этой породы чувствуют себя частью семьи, требуют большого количества внимания. Если же его недостаточно, то могут обидеться на хозяев. Они очень любят смотреть на льющуюся воду, дождь, струю из крана, реку. Кошки довольно умные, они могут даже научиться спускать воду из унитаза, чтобы посозерцать на это потом. Телосложение несколько грузное, однако питомцы всегда энергичны и подвижны, любят активные игры. Если живут в частном доме, то помогают бороться с мышами и даже крысами. Мэнкс весьма чистоплотные кошки, однако за ними
ними тоже нужен определенный уход. Их требуется купать один раз в неделю. Шерсть вычесывают щеткой с повышенной жесткостью, что важно в условиях сезонной линьки. Когти очень острые, поэтому за ними тоже необходим небольшой уход. Это первая бесхвостая порода в нашем обзоре. Однако ген бесхвостости может быть причиной возникновения дисфункции кишечника и мочевого пузыря, стать причиной трудностей при ходьбе. Подобный синдром обычно проявляется в течение первого года жизни котенка. Окраска может быть любой, за исключением колорпойнта, шоколадного и лилового. Шерстка густая и гладкая, с хорошо ощутимым подшерстком. Глаза у кошек большие, весьма крупные, поставлены косо. Задняя часть тела несколько тяжеловата, причем передние лапки короче задних. Из преимуществ: достаточно самостоятельная кошка, однако она очень любит общество. Чистоплотное создание, не нуждается в специальном уходе, любит воду, поэтому купать ее будет легко. Но из-за гена бесхвостости могут наблюдаться определенные проблемы со здоровьем. А следующая в нашем обзоре — абиссинская порода. Одна из древнейших пород кошек. Их величественность и грациозность сочетаются здесь с очень добрым и ласковым характером. Животное прекрасно ладит с другими домашними любимцами. Не против поиграть и с маленькими детьми. Необычный и очень красивый окрас, отличающийся тиггингом, характерными переливами шерсти. Кошки немного пугливы, опасаются резких и громких звуков. Довольно подвижные животные, нередко заигрываются и причиняют себе тем самым вред. Например, падают из окна. Представители такой породы очень любят сидеть на высоте, лазать по полкам и ходить по шкафам. Предпочитают компанию людей, плохо переносят продолжительное одиночество. Кошку легко приучить к лотку и когтеточке, поэтому она совершенно не будет портить мебель, если вы будете за этим следить. Установленные дома правила уважают, легко поддаются дрессировке. Животное очень чистоплотное, практически не линяет. К купанию относится либо нейтрально, либо положительно. Здоровье очень крепкое, питомец неприхотлив к питанию и уходу. Кошки гибкие и сильные, размер тела средний, мускулатура лап и спины сильно развита. Лапы очень длинные, благодаря им кошка может перепрыгивать на значительное расстояние, примерно в 6 раз больше длины их тела. Коты несколько крупнее кошек, но при этом половой диморфизм выражен не так явно, как у многих других пород. Как правило, масса тела находится в пределах от 3 до 4 кг. Телосложение у кошек гармоничное, они двигаются очень грациозно. По мере передвижения напоминают миниатюрных пум. Глаза у кошек достаточно крупные, имеют миндалевидный разрез. Их цвет может быть разным, от янтарного до зеленого. Шея у кошки длинная и очень изящная. Тело умеренное, вытянутое, обладает гармоничными пропорциями. Лапы сильные, длинные и тонкие. Так какие преимущества? Это энергичные и подвижные животные. У них развитый интеллект и в характере преобладает хитрость. Еще они верные и преданные питомцы, ласковые и не нуждаются в значительном уходе. Из недостатков отметим то, что их желательно заводить в большую квартиру, так как очень любят везде бегать и все исследовать. А далее Бирма. А нет, Бирма уже была. Бурма, встречайте, самое преданное животное в кошкином теле. Не зря ее называют собакой в кошачьем теле. Она души не чает своих хозяев, готова ходить за ними буквально по пятам. При всем при этом представители этой породы весьма изящные, что не слишком хорошо вяжется с внушительной массой. Сегодня существует два варианта этой породы: американская и европейская. Они отличаются друг от друга внешним видом, но не повадками. Бурма сохраняет свою бурную активность и игривость на протяжении всей жизни. Она не откажется от погони за брошенным мячиком даже в преклонном возрасте. Эти животные всегда тонко чувствуют настроение хозяина, поэтому никогда не станут надоедать излишним вниманием и назойливости, или же предпримет все возможное для того, чтобы развеселить любимого человека. Особых условий содержания эта порода не требует, поэтому она подойдет даже тем людям, которые впервые в жизни решили завести кошку. Бурма очень легко уживается с любыми домашними животными, особенно если те не проявляют к ним чрезмерной враждебности. Порода является отличным вариантом для семей с маленькими детьми. Животные весьма снисходительно относятся с малышами, поэтому принимают в их играх посильное участие. У них высокий интеллект, поэтому их очень легко дрессировать. Хотя питомцы характеризуются отличной грацией и изяществом, они довольно тяжелые для своих габаритов. Коты могут весить до 5,5 кг, кошки полегче, около 4. Порода короткошерстная, американский вариант более коренастый по сравнению с европейскими представителями. Голова клиновидная,
Хорошо выделены скулы. Подбородок выдается вперед на одну линию с носом. Ушки находятся далеко друг от друга, немного наклонены вперед. Глаза широко посажены, большие и выразительные. Шея довольно длинная, тонкая и крепкая. Хвост не слишком длинный, прямой. Преимущества у кошки вот такие. Это покладистый и активный характер. Очень любит хозяев и предана им. Легко обучается различным командам. Подойдет людям, которые впервые собираются завести дома кошку. Крепкое здоровье и неприхотливость к пище и условиям жизни. А следующая порода – это американская короткошерстная. Характер питомца сбалансированный. Кошки достаточно сдержанные, однако активно поиграть тоже очень любят. На руках сидят неохотно, поэтому при каждой удобной возможности уйдут с колен человека и отправятся на поиски более уютного места. Практически не мяукают и не мурлычат. С хозяином предпочитают общаться главным образом за счет ярко выраженной мимики. Хорошо выдерживают продолжительное одиночество, но слишком длительное отсутствие хозяина и домочадцев нежелательно. Кошки обожают охотиться, причем совсем не обязательно на мышей. Их добычей зачастую становятся мухи и комары. Дрессировке эта порода поддается только в случае, если хозяин это делает в игривой форме, а с ним у животного наладились доверительные отношения. В уходе неприхотливы, однако рацион питания нужно держать под строгим контролем, так как животное склонно к перееданию, что в конечном счете станет причиной ожирения. Внешний вид питомца некоторым владельцам кажется несколько грубоватым, хотя определенная грация все равно присутствует. Для породы ярко выражен половой диморфизм. Коты гораздо крупнее кошек. У первых максимальная масса составляет 8 кг, у самок не более 5. Растут особенно медленно, приобретая окончательные пропорции своего тела примерно к 4 годам. Мордочка имеет квадратную форму, наблюдается некоторая угловатость, но скулы округлые. Ушки плавно закруглены, покрыты короткошерсткой, шея средняя, но крепкая и мускулистая. Эта кошка неприхотлива к питанию, поддается дрессировке, но на определенных условиях. Практически не мяукают. Из недостатков можно назвать только то, что она не очень любит сидеть у человека на коленях, если это можно назвать недостатком. Дальше только сиамские кошки. Такую породу очень легко узнать за счет оригинального внешнего вида, контрастного окраса, выразительным бирюзовым глазам. Хотя кошки отличаются достаточно сложным характером, однако, как утверждают специалисты, такие питомцы являются одними из самых оптимальных в квартирных условиях. Еще одной отличительной чертой является достаточно громкий голос, отличающийся необычными интонациями. У породы наблюдается тяга к вербальному общению с владельцем. Кошки испытывают сильную привязанность к владельцу, одиночество переносят довольно плохо. Тем не менее, большинство представителей слишком ревнивы по отношению к другим домочадцам и прочим питомцам. Ухаживать за сиамскими кошками очень просто. Достаточно придерживаться элементарных рекомендаций и внимательно следить за рационом. Здоровье питомца в целом хорошее, за исключением нескольких болезней, которым склонна именно эта порода. Средняя продолжительность жизни животного составляет порядка 15 лет. У некоторых питомцев может наблюдаться незначительное косоглазие. Сиамская кошка стройная, с мускулистым телом, с вытянутыми линиями, размер и вес небольшие, максимум 6 кг. Но такие показатели встречаются чрезвычайно редко. Лапы имеют изящную форму, длинные и тонкие, задние длиннее, нежели передние. Хвост длинный и тонкий, и к кончику сужается. Из достатков этой кошечки довольно привлекательный внешний вид. Она отличается отменным здоровьем и очень привязывается к хозяину. По этой же причине есть и недостаток. Она очень ревнует своего владельца к другим домочадцам и домашним животным. И она не злопамятное животное. Просто у нее хорошая память. А у нас в нашем небольшом обзоре остается персидская кошка. Это лучшая порода кошек для квартиры. К тому же персы представляют собой исключительно домашнюю породу. Они уже утратили способность к охоте. Бегают достаточно медленно. Высоко прыгать тоже не могут. Кошки любят долго полежать. Подобный момент характера для всех представителей породы это совершенно нормально и не является причиной недомогания. Персы спокойны и малоактивны, поэтому не нуждаются в значительном просторе, что позволяет держать этих кошек даже в условиях небольших квартир. Животные никогда не будут докучать владельцам своей чрезмерной активностью и путаться под ногами. Можно не задумываться о сохранности занавесок, обивки, мягкой мебели, но это не факт. Несмотря на незначительную физическую активность, одиночество переносят плохо. Даже спать эти животные предпочитают в одной постели с хозяевами. Отучить их от этой привычки будет практически невозможно. Характер добрый и покладистый, поэтому животное можно оставлять даже с очень маленьким ребенком. Большинство владельцев отмечают высокий интеллект персов. Их просто дрессировать. Они быстро осваивают элементарные команды и приучаются к лотку. Кошка практически никогда не будет привлекать к себе внимание мяуканьем. Скорее, она просто придет к хозяину и начнет долго и пристально смотреть ему в глаза. За счет своего уравновешенного характера находят общий язык с другими
домашними животными, с легкостью деля с ними жизненное пространство. Некоторую настороженность кошка проявляет к незнакомым людям, однако продолжается это не слишком долгое время. Необходимо приучить животное к конкретному графику питания, так как эта порода склонна к перееданию и ожирению. Итак, преимущества: очень спокойные животные, развитый интеллект, с легкостью уживаются как с другими питомцами, так и со всеми домочадцами. Не очень активная порода, привлекательный внешний вид и неприхотлива к пище. А если вы заметили, есть и недостаток: когда линяют, появляется много-много шерсти. Вот и закончился наш обзор лучших пород кошек для дома. По каждому виду мы постарались собрать как можно больше информации, чтобы вы смогли быстро понять характер животного, узнать о его внешнем виде, кулинарных предпочтениях и иммунитете. Надеемся, вы смогли выбрать для себя самую подходящую во всех отношениях породу, которая станет вам верным и незаменимым другом на долгие годы. Если же у вас есть питомец, расскажите о нем в комментариях и поделитесь секретами ухода за ним. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Подписываемся, не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает продвижению. С вами был канал Планета Земля.